Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня такое небольшое видео по просьбе одного из моих подписчиков. Попросил, говорит, ты, говорит, будешь делать, сними, говорит, я, говорит, тоже так, наверное, сделаю. О чем видео? То есть у меня вот в гараже, да, ну вот такой вот высокий порог. Вот, если заметно, да, практически, ну там, не знаю, 8 сантиметров. Тут у меня уголок, это я все переваривал. Сделал даже вот этот пандус заливал. Ну, здесь ничего сложного нет, там сетку положил, да, просто налил бетона. А здесь думали, как делать, ну, наливать стяжку. Все, у меня гораздо довольно невысокий. То есть терять 10 сантиметров, ну, роли вообще я не вижу, смысла не вижу. Наливать просто вот так пандус, да, цементный, вот так. Ну, цемент уйдет очень много, потому что у меня вот, ну, вот этот, а тут толщина небольшая, наверное, сантиметров 5. Ушло почти 75 килограмм ЦПС. Материал, скажем так, не хотел переводить, да и смысла, ну, что тут, вручную делаю, бетономешалки нету. И решил сделать вот как. Положил здесь 4 кирпичика, ну, кирпичи, наверное, может быть, каждый найдет небольшое количество. И здесь, ну, вот у меня были, остались после вентиляции, кто видел, вентиляцию я в гараже делал. Положил вот так. Нашел куски сетки кладочной, просто обрезки, я уже не помню даже где, валялись у меня. И заармировал. Главное соблюсти, еще раз говорю, да, защитный слой бетона, вот я вот проволочками, да, вязальными сделал. Главное защитный слой, чтобы бетон выше был и снизу тоже бетон. То есть это требование при заливке бетона. Ну и вот так вот, видите, так сетку сделал. Здесь даже 2 сеточки получилось. Нижняя там какая-то у меня повыше. Большая ячейка была. Здесь поменьше. Вот так вот связал их. Здесь, видите, обрезочки поставил. Вот тут получилась вот такая вот конструкция. Да, вот еще могу показать. Да, кирпичи. Они вровень у меня до уголка идут. И вот так вот. Такой вот получается слой между арматурой. То есть заливать я буду вот отсюда. Ну, эти места, где у меня будет заезжать автомобиль. Получилась вот такая вот конструкция. То есть главное правильно заармировать. Сейчас буду делать раствор. Ну, раствор я буду делать без щебня. Нет у меня щебня. Буду делать ЦПС, ну, у меня есть цемент и песок, да, отдельно. Буду делать по прочности повыше. То есть у нас по нормативам, если одна часть цемента и, по-моему, 1,5 части цемента, это получается раствор М100, а я буду делать 1 к 1. То есть, скорее всего, будет М150. Ну, достаточно будет, если воды не перебарщивать. То есть, ну, не знаю, кто, может, делал, он знает, кто не знает, говорю, что вообще, как бы, чем больше воды делать, тем цемент будет хуже, бетон будет хуже. Ну, понятно, без воды вообще нельзя, да, там 25% воды должно быть от состава цементной смеси, всего 25%. Там вода, как многие думают, высыхает, нет, она не высыхает, она вступает в реакцию, происходит полимеризация портландцемента, ну, это такие термины, не буду вам сейчас сыпать терминами, в общем, 25% воды. Но понятно, что очень тяжело класть, и для этого продаются в магазинах такие называемые полимеризаторы, да, то есть они, получается, воду не добавляют, а делают ее более укладываемой смесью, то есть ее легче будет класть. У меня нет, конечно, не приобрел, вот я делаю так спонтанно, вот этого раствора, да, пластификатора. Говорят, можно мыло добавлять, там, ферри, но я не буду экспериментировать, я просто, видите, у меня опалубки нету, поэтому я буду делать как можно меньше воды, то есть, чтобы было вообще, ну, очень густой раствор, да, чтобы он, я клал, и он мне не скатывался. Этого будет достаточно, то есть, ну, понятно, подождать будет там подольше, ну, хотя бы недельку в этом случае, да, чтобы он схватился хорошо. Машина у меня пока в гараже, и я выезжать не планирую, у меня тут небольшие дела без машины, так что вот. Ну, в общем, сейчас покажу уже, как залью. Вот, в итоге, что получилось. Да, вот, 2 пандуса. Ну, и тут еще замазал, да, где у меня утеплитель выходит. Ну, напоследок хочу дать несколько советов, кто тоже решится делать. Ну, первый, конечно, если у вас есть цемент уже в наличии, песок, вы, конечно, можете мешать. Только соблюдайте пропорции, хорошо перемешивайте. Но если вы будете закупаться, покупайте лучше готовую смесь ЦПС. Да, там
соблюдены пропорции, там указано, какие пропорции песка и цемента, да, можете там щебеночки добавить, небольшой фракции, только если захотите бетон сделать. То есть гораздо проще будет просто соблюдать правильное водоцементное отношение, то есть добавить водички. В домашних, гаражных условиях довольно трудно и песок с цементом перемешивать и вручную, в общем, довольно тяжело. Поэтому если нет материала, лучше покупайте готовую смесь. Второе, это, конечно, соблюдайте правильное соотношение, не перебарщивайте воды, как я уже говорил. Лучше добавьте пластификатор, да, чтобы он был более пластичный раствор. Но если нет пластификаторов, кто-то и деньги тоже тратить не хочет, можно клей ПВА добавить. Это довольно древний, древний способ, да, там, лет 25-30 назад это делали. А он добавляет пластичность бетону, не увеличивая водоцементное отношение, то есть не прибавляя воды. На крайний случай, если вообще ничего нету, можете там мыльный растворчик разбавить в этой воде, которую будете добавлять, то есть мыло растворить, то же самое будет у вас. И третий, конечно, не забывайте армировать. Армируйте довольно нормально, там, если довольно толстый получается пандус, можно 2 сетки положить, там, арматурные стержни какие-то, какие-то железочки у вас, если есть, лишним не будет, скажем так, армирование, оно лишним не будет. Вот все, что я хотел рассказать. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.